Всем привет! С вами снова канал Чудачница. Сегодня я продолжу тему изменения рельефа, начатую в первой части. Там я равняла двор лопатой. Инструмент остался тот же, плюс пополнила свой автопарк тачкой. Далее покажу, во что превратила вот эту территорию. Так выглядел участок в мое первое лето на даче. Поле цвета малахита, отбор парей. Пробегав все лето с сапой, я поняла, что огород не мое. Я хочу сад, прохладный, тенистый, а еще лучше лес, с ароматом хвои и грибами. Как для леса территория мала, но 10 сосен я таки там высадила. Лет за 15-20 они превратятся в хвойный шатер. Ждать столько времени даже для очень терпеливого человека чересчур. Ландшафт должен быть красивым на любой стадии развития. Вариант сада в стиле Пита Удальфа не подошел. Покупать столько цветов дорого, выращивать из семян без воды на участке нереально. В общем, идея цветущей степи скоропостижно скончалась. Зато родилась гениальная идея просто начать действовать. Потому весной расчистила траву и оценила рельеф. Мое чистополе было сплошь усеяно кротовинами, большими и маленькими, заросшими совершенно свежими. Участок они точно не украшали, но это были цветочки. Вишенькой на торте оказался рельеф. Я понятия не имею, что до меня выращивали на этом огороде и как его пахали, но по нему точно плакал грейдер. Поразмыслив еще год, я решила оставить все как есть и даже подчеркнуть неровности участка подручными материалами. А под рукой у меня оказались пару десятков камней из гранита, соорудила из них подпорную стенку. Одинокий каменистый бугор на фоне сельского пейзажа смотрелся печально, потому дополнила его земляными валами. На них высажу кусты можжевельника казацкого и горизонтального. Когда разрастутся, получится вечнозеленая ветрозащитная полоса. Но все равно чего-то не хватало. Добавила немного камней на подпорную стенку. Наклонную часть участка выровняла земляными террасами. Вот теперь ландшафт, даже без озеленения, выглядит вполне достойно. Все земляные сооружения из суглинка и глины. Завозить их не пришлось, накопала тут же на участке. Заодно выкопала пруд. Когда буду доделывать пруд, не знаю, но обязательно выложу ролик об этом на своем канале.
Так что, если не хотите пропустить, подписывайтесь и смотрите на мои новые чудачества.